Есть такая серия игр, как Battlefield, ставшая буквально прародителем целого жанра онлайновых массовых шутеров и подарившая миру великолепие под названием Рендезук. Так как я играл лишь в третий Battlefield, и то в школьные годы, пришлось провести небольшое исследование, чтобы понять, что вообще происходит в жанре. Как оказалось, ничего хорошего. С 2002 года и по сей день серия насчитывает 16 проектов, где культовыми стали Battlefield 3 и 4 2011 и 2013 года выпуска соответственно. Однако, просматривая различные обзорные ролики на YouTube, я так и не смог понять, действительно ли третья и четвертая часть батлы являются всеобщепризнанными, так как мнения людей слишком разделяются. Кто-то считает четвертую часть эталоном, а кто-то говорит, что четверка не привнесла ничего нового и по своей сути является маркетинговым реколором третьей части. Тут в дело вступает другая часть сообщества, которая говорит, что лучшей частью была именно Bad Company 2, ведь именно там разрушаемость окружения была впервые представлена и, как я понял, лучше всего выполнена. В любом случае, все игроки объединены общей идеей. После Battlefield 4 все начало рушиться. Причинами этому стала оторванность разработчиков от потребностей игроков в угоду постоянного клепания новых частей, которые вдобавок разрабатывались в крайне ограниченные сроки. Сюда еще относятся и добавление различных механик ради добавления механик, а не ради улучшения качества игры, полное нежелание выслушивать критику, открытое игнорирование исторических соответствий и фразы уровня «не нравится, не покупайте игру». В общем, самострел в обе ноги с параллельным кусанием кормящей руки. Так что, благодаря ублюдскому отношению Electronic Arts к своей аудитории, игроки начали интересоваться новыми, более нишевыми и неизвестными проектами, как, например, Hell Let Loose, Squad, Enlisted, World War 3. Но проекта, соответствующего и букве, и духу той золотой эре сияния, Battlefield все не было, до определенного момента. Меня зовут Space, это рубрика «Зато не бесплатно». Да, я знаю, что с оригинальностью так себе. Настало время поговорить про игру BattleBeat Remastered. BattleBeat — это онлайновый массовый командный шутер от первого лица, издаваемый Mr. Okidoki, который по совместительству является одним из 3 разработчиков. События игры происходят в наше время, что определяет арсенал вооружения и техники. Проект разрабатывается на движке Unity и, как вы уже могли заметить, использует воксельную графику. Этот подход позволяет добиться впечатляющего уровня разрушаемости объектов, что в формате массовых стычек приводит к настоящему хаосу вокруг. Игра может похвастать количеством одновременно участвующих в матче игроков вплоть до 254 человек, широкой линейкой как оружия, так и модификаций к нему, которые действительно оказывают влияние на геймплей, большим количеством карт с возможностью выбирать время суток, а также классовой принадлежностью и работой отрядов, где коммуникация играет немаловажную роль в победе команды. Все это мы сегодня и обсудим. Начнем с предыстории, которой вполне по силам вдохновить кого-либо на то, чтобы сделать шаг к своей мечте. Шел 2015 год. Разработчик под никнеймом BattleCode разрабатывает моды карты для игры Unturned и в какой-то момент понимает, что пора идти дальше. Он приглашает своего друга, Mr. Okidoki, скооперироваться и придумать нечто интересное. И уже в апреле 2017 года, после нескольких сырых билдов, BattleBeat смог пройти через Steam Greenlight, добравшись до пользователей, но в статусе тестов проекта раннего доступа. На протяжении всего времени разработки игра спонсируется исключительно на средства с поддержки комьюнити благодаря платформе Patreon. И если вдруг кто не знает, на релизе, который как по слухам, так и по словам самих разрабов должен состояться весной этого года, проект будет платным. Стоимость пока неизвестна, но предположительно будет варьироваться от 700 до 1000 рублей. Скажу честно, меня вся эта история поразила. Я в целом восхищаюсь способностями людей, которые чуть ли не в одиночку делают гигантские проекты, поэтому мимо BattleBeat пройти просто не мог. Ребята-мододелы вот так взяли и собрали игру, которая уже сейчас способна тягаться с крупными проектами, типа того же Squad, например. Battlefield 2042 я даже в расчет не беру. Уважение — это лишь малая часть того, чего достойны эти парни. Когда мы видим BattleBeat, что нам сразу бросается в глаза? Правильно, воксели. Я, пока записывал геймплей, услышал несчетное количество параллелей с другими проектами, что в принципе имеет место быть. Polygon, Ravenfield, его величество Roblox и, наконец, блокада 3D. Всех их объединяет использование блоков. Но почему разработчики BattleBeat все же решили использовать воксели в своей игре? На самом деле все очень просто. Разрабы раньше работали в Unturned, а следовательно им просто привычно. Использование вокселей позволяет добиться феноменальных по своему масштабу эффектов разрушения. А учитывая, что проект разрабатывается на Unity, то все это дело, под канонаду 250 одновременно стреляющих человек, можно качественно оптимизировать, чтобы и картинка смотрелась приятно, и требования к железу были не слишком высокими. Вот бы в Таркове подход такой.
Окей, если вы на все это клали и в первую очередь судите по скриншотам, то могу от себя сказать, что внешность довольно часто бывает обманчивой. Я сопротивлялся попробовать BattleBit около года. Думал, мол, тьфу, какой-то Roblox, мне что, 13 лет? Теперь же за уши хрен вытянешь из плейтестов. Вот и думайте. Поздравляю, мы сумели добраться до описания игры. Что у нас есть на данный момент? 3 варианта лобби, 32 на 32, 64 на 64 и 127 на 127 человек месяцев в 4 классических режимах игры. Захват, захват пехоты, линия фронта и доминирование на 16 различных картах. Стоит понимать, что размер лобби напрямую влияет на темп игры. Хотите аккуратную игру в духе какой-нибудь колды, например? Выбираете 32 на 32 и начинаете тактикульно отыгрывать от укрытий, паркурить, да и в целом носиться по карте. Есть непреодолимое желание умирать в каждой стычке, когда стреляют абсолютно везде и отовсюду. Вам дорога в бездну к другим 2,5 сотням таких же фанатов. Сразу же поделюсь своими эмоциями. Как мы уже выяснили, я в Battlefield вообще не игрок, поэтому не могу сказать, что у меня есть какой-то любимый или нелюбимый режим игры. Однако точно получилось определиться с полюбившейся формацией лобби. Конечно же, это катки на 250 человек. Я обожаю это ощущение, когда у игры получается передать тебе чувство причастности к процессу, и BattleBit справляется с этим делом на отлично. Истошные вопли в войп, когда к вам в комнату залетает граната. Left side, he's down! Medic! Мемные челы, включающие музыку в нужные моменты. Гениальные РП игроки. This is Hot Dog 7. We're pushing in advance. Pushing to Alpha now. I got you, Patrill. You're not dying on my watch. Моменты, когда тебя после нокдауна пытаются вытащить из-под обстрела в безопасное место, чтобы резнуть. Это очень крутое ощущение. Цели на картах зачастую одинаковые. Убивай врагов, захватывай точки и тем самым опускай счетчик вражеских очков до нуля. Очевидно, что соперник будет пытаться делать то же самое, поэтому возрастает и ценность каждой отдельной точки, и каждого отдельного игрока. Здесь важный совет. Никогда не поднимайтесь сами моментально после того, как вас убили. Каждое ваше воскрешение будет стоить команде 1 очка, а конкретно вам времени на то, чтобы добежать от точки респауна обратно в битву. Лучше какое-то время полежать и подождать помощи союзников, которые, к моему удивлению, уделяют должное внимание павшим тиммейтам. Но нужно понимать, что если в радиусе хотя бы 30-40 метров никого нет, помощь ждать бесполезно. Что касается карт, они огромные и они разнообразные. Пустыни с поселениями, напоминающие Ближний Восток, городская застройка с многоэтажками, заброшенная деревня, граничащая с железнодорожным узлом, военный полигон с бункером по центру карты, масштабная стройплощадка. В картах есть шарм, и видно, что при разработке во все пытались вложить капельку души. Более того, все карты адаптированы как к размеру команд, так и к выбранному режиму, что не может не радовать. Единственный минус, который я успел заметить, некоторые карты не очень корректно сбалансированы, как раз под размер лобби. Например, стройка в режиме 127 человек — это безостановочная мясорубка, от которой очень быстро устаешь, так как время жизни твоего персонажа сводится к неприлично низким значениям. В ситуации на 32 человека все ровно наоборот. Ты бегаешь и мечтаешь, чтобы хоть кто-нибудь тебе на глаза попался. Но, насколько мне известно, разработчики в курсе некоторых проблем с балансировкой карт, и в будущем все должно быть лучше. В игре реализована система классов, которая также недалеко ушла от классической. Мы можем выбирать из штурмовика, медика, инженера, поддержки и снайпера, а также отдельного класса для сквад-лидера. Основные отличия между классами заключаются в наборе доступного оружия для использования, типа брони и наборе гаджетов. Штурмовик — класс, использующий штурмовые винтовки, среднюю броню и различные универсальные приблуды типа мин, кувалды для пробивания стен, крюка кошки и так далее. Медик — это медик. Носит среднюю легкую броню, а в арсенале оружия помимо штурмовых винтовок добавляются пистолеты, пулеметы и вал. Инженер может как чинить подбитую технику, так и наоборот. Можно стать разрушителем вражеских, в зависимости от выбранного в гаджетах репейр-тула или РПГ. В список доступного оружия такой же, как у медика, но добавляются марксманские винтовки. Класс поддержки — самые бронированные дяди с возможностью выбирать, стрелять из пулемета или стрелять из пулемета. Недвусмысленный набор гаджетов из малого боекомплекта или большого боекомплекта говорит нам о том, что с классом все очевидно. Разведчик — местный снайпер, использующий как снайперские винтовки, так и марксманки. Способен запускать разведывательный дрон, которым нужно вручную управлять, что открывает интересные штуки уровня дрон плюс C4, а также может ставить отражающие приманки, имитирующие блеск оптического прицела. Немного удивляет, правда, что разведчик не может использовать тот же вал, но было бы еще круче в будущем увидеть в списке доступного оружия ВСС.
Также каждый класс обладает своим набором гранат, которые можно выбирать в окне снаряжения, и запасом бинтов. Здесь важно, бинты в данной игре не восстанавливают здоровье, а лишь закрывают кровотечение. Исцелять себя, да и других может лишь медик. И да, если не знаете, кем играть, берите медика. Учитывая, что вокруг постоянно все стреляет и взрывается, вы всегда будете полезным. Лично мне больше всего понравилось отыгрывать за штурмовика. Уж больно приятный баланс по броне, да и штурмовые винтовки реализованы хорошо. Думаю, пришло время поговорить об оружии. На данный момент, с учетом вторичного оружия, игрокам доступны 39 разных современных стволов. Каждый найдет себе пушку по душе. Классика АК-74. Типа модернизация в виде АК-15. Извечный соперник калаша в Counter-Strike М4А1. АУК, G36, HK419, МК-20, СВД, ПП-19 Бизон, ЮМ-45, Вектор и так далее и тому подобное. Каждое оружие обладает своим набором характеристик, показателем урона, отдачей по горизонтали и вертикали, отдачей первого выстрела, скоростью полета пули и далее по списку. Жаль, нельзя еще тип патронов выбирать, хотя чем черт не шутит. Иными словами, каждое оружие чувствуется уникально и не просто выполняет роль рескина какой-то одной пушки, как это часто бывает в собратьях по жанру. Не менее сильно понравился моддинг. Опять же, я не играл нормально ни в батлу, ни в колду, а с моддингом знаком исключительно по Таркову, но местной системой кастомизации оружия остался доволен как слон. Прицелов куча и все знакомые. Даже тепловизор есть, хоть до него и нужно долго ползти по прокачке. Дульников тоже куча, и каждый изменяет поведение оружия. Рукояток не меньше. Не хватает лишь кастомизации прикладов и инфракрасных лазеров. И аниме-скинов, конечно же. Чтобы открывать новые пушки, нужно прокачивать ранг аккаунта. Новые же модификации открываются путем набивания киллов на каждом конкретном оружии, то есть для каждой пушки нужна своя прокачка, чтобы использовать одни и те же моды. Вообще отдельно стоит отметить качество проработки взаимодействия с оружием. Приятные звуки, грамотно сделанные анимации перезарядки и, главное, ощущение веса оружия. Однако об этом поговорим чуть позже. Какой же массовый шутер может обойтись без техники, верно? Увы, из меня оператор машин никудышный, поэтому по этой части игры смогу пройтись лишь поверхностно. Как я понял, расширение парка техники пока не стоит во главе задач, но в игре и сейчас достаточно вариантов, на чем можно покататься. Итак, в наличии есть БТР, тяжелый танк, внедорожники как со стационарным пулеметом, так и без, квадроциклы и вертолеты. Пока за время моих матчей наибольшее влияние на игру оказывали именно вертолеты, так как они с легкостью могут закинуть отряд в тыл на какую-нибудь точку, и это событие может очень неожиданно изменить ситуацию на всей карте в целом. Хотя даже наличие какого-нибудь одного танка на точке может крайне сильно затруднить продвижение пехоты. В любом случае, для эффективного использования техники нужен как личный навык водителя, так и какая-то общая стратегия, поэтому считаю, что все это получит наибольший простор для реализации внутри какого-нибудь слаженного клана, с грамотным управлением и планированием. Что касается командного взаимодействия. Мне показалось, что BattleBeat занимает некий паритет между турбоаркадностью и исследованию приказом. Объясняю. В BattleBeat все игроки распределяются по отрядам. Нахождение в отряде позволяет воскрешаться, помимо захваченных точек, либо на своих союзников, которые не находятся в бою, либо на установленных сквад-лидером маячках. Для общения внутри игры разработчики прикрутили голосовой чат, который также разделяется на общий чат в определенном радиусе, чат внутри отряда и чат командиров отрядов. Так вот, если взять в пример тот же сквад, которым разработчики безусловно вдохновлялись при работе над своим проектом, то там подчинение командиру отряда — это беспрекословная база, как и выстраивание стратегии на матч с распределением задач по всем отрядам в команде. В BattleBeat мне показалось, что если вы играете не заранее собранной пачкой, а просто залетаете в игру посредством матчмейкинга, то, наверное, процентах в 90 ситуаций каждый играет сам за себя. Однако, если вам повезет попасть в отряд, где лидер хотя бы будет пытаться отдавать даже самые минимальные команды, то времяпровождение может заиграть новыми красками. В любом случае, даже если вы играете сольником и у вас нет командира, то всегда нужно отыгрывать от своей команды и читать происходящее на карте. У любой, даже самой сумасшедшей толпы есть паттерны поведения и алгоритм действий. Помните, что не тот волк, кто волк, а тот, кто не один в поле. Переходим к общим впечатлениям. Если коротко, игра превзошла все, даже самые смелые мои ожидания. Я не помню, когда в последний раз получал настолько мощный и безостановочный поток с самого концентрата драйва. Разве что в PlanetSide 2, наверное. У тебя есть время выдохнуть только во время загрузки в катку, выбора точки для редеплоя и пробежки до ближайшей перестрелки. Все остальное — это бесконечный поток, наверное, даже адреналина. Особенно остро это ощущается, когда вы с вражеской командой занимаете позиции друг напротив друга и проверяете, кто кого забодает. Длиться такое стояние может долго, очень долго.
Также понравился местный time to kill. Ты погибаешь очень быстро. Настолько, что выйти в открытое пространство с надеждами на скилле переиграть оппонента и успеть уйти, это практически 100% гарантия отправиться ждать возрождения. Даже если ты перестреляешь врага, то тебя доест его союзник. Но если играть от укрытий, то всегда есть шанс залатать кровотечение, даже после неудачной стычки, и сделать ноги. Одна из причин этому — высокий урон большинства оружия на расстоянии. В официальном Дискорде, кстати, разработчики как раз недавно подняли эту тему на голосование, и игроки выбрали, что нужно уменьшать урон от попаданий на дистанции. Посмотрим, что получится в итоге. Стрелять в любом случае в игре приятно. Импакт чувствуется на любой пушке. Это касается всего процесса, начиная с момента, когда ты только нажимаешь на кнопку мыши, и заканчивая попаданием во врага. Чем крупнее оружие и калибр в нем, тем сильнее ты чувствуешь отдачу, и тем усерднее приходится ее контролировать. Важный момент. В игре отсутствует компенсация отдачи. То есть после каждого выстрела прицел не будет возвращаться в исходную точку, и это нужно поправлять движениями руки. В тему импакта, да и time to kill можно отнести и сами модельки игроков. Так как игра состоит из блоков, соответственно и модельки будут крупнее, что приводит как к более простому попаданию по соперникам, так и получению обратной реакции со стороны врагов. Есть у меня, правда, некоторые вопросы относительно баланса оружия. Взять ту же HK. Пушка даже без модов может стрелять буквально в точку при минимальном контроле отдачи, когда АК-74 при установленной рукоятке и ДТК все равно кидает в небеса. И к некоторым ППшкам тоже есть вопросы. Вот Вектор. У меня бывали ситуации, когда враг по ощущениям зажимал в точку и убивал меня за секунду. Это при условии достаточно большого расстояния. Опять-таки, может оно так и должно быть, но поймите правильно. Я с вами делюсь всем, что увидел. В начале ролика я говорил про впечатляющую разрушаемость. Она действительно поражает. В BattleBeat игроки могут разрушить практически любое здание и сложить его полностью. Когда я говорю практически, это значит, что я не так много наиграл, чтобы проверить, можно ли сложить ту же многоэтажку, например. Однако я точно знаю, что можно разрушить двухэтажные строения. Узнал я об этом так. Меня нахрен завалило, и я отправился на респаун. Да, вы все правильно поняли. Блоки, участвующие при обрушении строений и лестниц, имеют свой вес и могут запросто прибить. Плюс осознание того, что любую стену можно разрушить, заставляет тебя и вести себя совершенно иначе, чем в обычных шутерах. Ты вроде бы спрятался в комнате и чувствуешь себя в безопасности, как вдруг из ниоткуда появляется танк, и все, больше у тебя нет защиты. Жаль лишь, что разрушаемость не относится к терраформингу, то есть сделать себе окоп взрывчаткой не выйдет. Но и без этого достаточно возможностей видоизменить карту, вам не кажется? Подводя итоги, я хочу сказать, если вы заядлый фанат батлы и сейчас грустите из-за того, что серия методично год за годом катится в задницу, то пробуйте не задумываясь. Это же касается и всех тех, кому просто нравятся огромные по своим масштабам шутеры с бешеной динамикой. Напоминаю, что до релиза поиграть в BattleBeat можно только по расписанию проведения тестирований. Обычно это несколько дней в будние дни по 3 часа и большие 6-часовые тесты по субботам. Но уточняйте время в официальной группе ВКонтакте, на странице новостей игры в Steam, либо в Дискорде игры. Чтобы поучаствовать, нужно зайти на страничку проекта в Steam, нажать на кнопку «Запросить доступ» и скачать игру. Доступ выдается мгновенно, не переживайте. Блин, теперь у меня наконец появилась игра, которую я действительно жду, и которая гарантированно не окажется дресней в момент своего выхода. А то было уже, обжигался и с Super People, и с Indecember. Были мысли даже, что мне в целом ничего нельзя ждать, чтобы не расстраиваться потом. Как хорошо, что это не так. На следующей неделе увидимся с вами на обзоре такой игры, как Deep Rock Galactic. Вы давно просили, и я наконец созрел. Напоминаю, что вашей лучшей похвалой за мою работу является подписка на канал и прожатый вверх палец под плеером. Тем самым вы даете мне понять, что канал движется в правильном направлении. Удачи и до следующей субботы.